Всем привет! Прогуливаясь по Харькову, нередко можно заметить полуразрушенные старинные здания с заколоченными окнами, от былого величия которых осталась лишь скромная тень. Но мало кто знает, что за обветшалым фасадом и заколоченными окнами зачастую скрывается множество таинственных историй, порой приводящих в восторг, а порой навевающих ужас. Одним из таких внешне непримечательных зданий является заброшенный театр Муссури, расположенный на улице Благовещенской. Сейчас это облицованное желтой плиткой неоднократно перекроенное здание почти незаметно на фоне соседних построек. Хотя в начале прошлого века этот ныне утративший лоск театр был, пожалуй, самым диковинным зданием в Харькове. История этого цирка-театра началась еще в далекие дореволюционные годы. По рассказам харьковского краеведа Андрея Парамонова, со второй половины XIX столетия в Харькове существовало несколько постоянно пребывающих цирков. Ведущее место долгое время по праву удерживал цирк братьев Никитиных. Аким Александрович Никитин построил очень удобное и просторное здание цирка с печным отоплением, множеством приспособлений для показа самых захватывающих номеров, среди которых была даже подводная пантомима. При самых незначительных переменах цирк превращался в театр. Это позволило Никитиным чаще других менять репертуар, приглашать до 10 различных групп, как цирковых, так и театральных, и проводить гастроли не только в Харькове, но и в других городах. К сожалению, судьба была несправедлива к Никитиным. Братья ждали подходящего случая, чтобы купить подходящее дворовое место для постройки каменного здания. Директором цирка Никитиных в Харькове был греческий подданный Герасим Михайлович Муссури. Ему и поручалось купить такой участок, как только предоставится случай. И Муссури купил, но только не для Никитиных, а для себя лично. Здание этого театра строилось по проекту Бориса Николаевича Корниенко с 1907 года по 1908. Новый цирк-театр был настолько огромным сооружением, что вмещал почти 6 тысяч человек, учитывая стоячие места на галерке. Однако только городских налогов огромное здание давало 3453 рубля в год. В конце 1909 года цирк Никитиных дал последний спектакль в старом здании. И в начале 1910-го его разобрали. И вот когда Никитины, разобрав старое здание к последнему кирпичику, пришли под ворота нового цирка, навстречу им вышел Герасим Муссури и объяснил, что цирк по документам принадлежит ему, а братья могут быть свободными. Для любого другого такой удар мог бы стать роковым. Но Никитины, пройдя жесткую школу балаганной жизни, не стали отчаиваться. Забрали труппу, животных и уехали в Москву, где в 1911 году открыли еще один цирк, успешно работавший вплоть до самой революции, после которой был национализирован советской властью. А Герасим Муссури радовался, что избавился от хозяев и конкурентов и может теперь устроить жизнь своей мечты. Он с помпезностью открыл новый цирк 29 августа 1909 года, но харьковчане, пораженные поступком коварного грека, решили бойкотировать новый цирк. Цирковые труппы и артисты не очень желали выступать на арене нечистого на руку Муссури. К тому же цирки Никитиных были по всей империи, а у Муссури только один. С кем же было выгодно иметь дело? Вопрос скорее риторический. Своему владельцу, в общем, новый цирк не принес ожидаемые результаты. К тому же в городе говорили, что с первых дней работы его начали преследовать несчастья. На одном из спектаклей лев набросился на дрессировщицу и загрыз ее на глазах шокированной публики. В следующий раз, опять же на глазах зрителей, из-под купола цирка сорвался и погиб акробат. Вскоре там же разразился пожар, в котором даже погибли некоторые члены труппы. Что в этих рассказах правда, а что легенды,
сказать трудно. Информации о цирке Муссури сохранилось мало. Регулярные пожары, что загорались в зданиях тех времен, в которых утеплителем служил прессованный камыш, уничтожали и документы. Известно, что уже через год цирк почти разорился. Зрители туда не ходили, труппа разбежалась, а долги росли. Но просто так Муссури отказаться от своей великой мечты не мог. Поэтому он решил перестроить цирк в оперный театр. Было решено, что театральный сезон в новом оперном театре осенью 1912 года откроет опера Джузеппе Верди «Аида». Специально для нее на последние деньги Муссури покупает 2 верблюдов. Успех кажется совсем близко, но провал был колоссальным. Плохая акустика, никоим образом не подходящая для оперы, тусклое освещение, тесные неудобные кресла, запах животных и навоза, не успевшие еще выветриться после цирка, бездарная постановка и дорогие билеты сделали свое дело. Театр со старта окрестили балаганом. Заголовки тогдашних газет изобиловали негодованием на неудобства и дороговизну. Герасим Муссури не пережил этот удар, заболел и той же осенью 15 ноября 1912 года умер. Его судьба стала великолепной иллюстрацией известной поговорки «На чужом горе счастья не построишь». Зданием стала владеть супруга Муссури Марта Муссури. Долги росли, власти бесконечно наказывали владелицу за грязное содержание театра. Попытка организовать в нем большой театр при содействии Василия Летягина и Алексея Бекетова провалилась, и имущество решено было продать. Театр Муссури, снискавший в Харькове плохую славу, начал переходить из рук в руки, но никому из своих многочисленных владельцев так и не принес прибыли. Он неоднократно перестраивался, косметически ремонтировался. Однако популярной городской площадкой до революции так и не стал. Но поскольку зал был вместительным, его часто использовали для выступлений коммунистических лидеров. В конце концов, власти выставили бывший цирк на продажу. В 1915 году здание купила Елена Васильевна Сербуль, и в нем был учрежден Большой театр братьев Кучеровых. В этом театре выступала драматическая труппа под управлением Бороздина и Новоченко. В 1917 году там работал Глаголин. В декабре 1918 года в Большом театре произошла перемена дирекции. Вступление нового начальства вызвало протест труппы. Они подняли вопрос о коллективном уходе из театра и предъявили братьям Кучеровым иск за нарушение контрактов, в которых оговорено, что дело ведется под управлением Бороздина. Однако новой дирекции удалось ликвидировать конфликт. Из дела ушел один Бороздин. С 1919 года по 1923 здесь было здание общественного характера. 10 марта 1919 года на Третьем Всеукраинском съезде Советов именно в театре Муссури была провозглашена УССР со столицей в Харькове, и тогда же была принята первая конституция УССР. А 31 октября 1920 года на этой сцене прошел Большой Махновский митинг. На сцене театра Муссури в 1920-х годах пели Федор Шаляпин и Клавдия Шульженко. Читал свои стихи Владимир Маяковский и Айседора Дункан. До постройки Хатоба театр Муссури считался крупнейшим театром города. С 1929 по 1987 годы в здании театра жил первый в Украине театр оперетты, теперь мускомедии. Первым спектаклем, показанным на сцене украинской оперетты, 1 ноября 1929 года была опера «Орфей в аду» Жака Оффенбаха. В 1930-х годах на сцене театра Муссури шли такие легендарные представления, как «Запорожец за Дунаем», «Цыганский барон», «Ночь перед Рождеством» и другие. 4 ноября 1937 года здесь впервые была показана оперетта «Свадьба в Малиновке», которая впоследствии приобрела всесоюзную славу и даже была экранизирована. Но так или иначе, проблема акустики давала о себе знать.
Очевидцы вспоминают, что звучание в этом здании было ужасным. В 60-е годы прошлого века, когда в городе решили построить большой цирк, Фред Яшинов предложил отремонтировать строение и, наконец-то, использовать его по назначению. Однако советские архитекторы проигнорировали предложение специалиста и построили новое здание цирка по типовому проекту. В советское время театр мускомедии в здании бывшего театра Муссури был самым популярным и посещаемым театром Харькова, куда ходили и дети, и взрослые. Но, к сожалению, ни одного фотоснимка театра Муссури советских времен не осталось. Видимо, коммунисты считали оперетту буржуазным жанром, поэтому не пиарили этот театр в городских фотоальбомах. В конце мая 1978 года в театре выступал Владимир Высоцкий. В 1980-х годах начался очередной расцвет театра. Здесь шли всемирно известные оперетты «Сильва», «Летучая мышь», «Юнона и Авось», «Иисус Христос. Суперзвезда». Самые известные звезды всех поколений выступали на этой сцене. Молодая Алла Пугачева, Андрей Миронов, Александр Ширвинд и многие другие звезды выступали здесь во время гастролей в Харькове. Но все великое когда-то заканчивается. В 1987 году здание Муссури закрылось, как бы на реконструкцию. Мускомедия переехала в соседний дом культуры «Пищевик». В 1991 году открылось новое современное здание Харьковского оперного театра, и о реконструкции театра Муссури вообще забыли. После распада Союза здание было передано в частные руки. Там хотели создать ретро-казино и выставочный центр. Но реконструкция старого здания с куполом оказалась такой сложной, что за последние 30 лет никто на это так и не решился, и вряд ли когда-то уже решится. В 2005 году здание начало разрушаться. Его признали аварийным, закрыли все входы и лишили статуса памятник архитектуры. Да и расположение напротив городского морга не добавляет инвесторам оптимизма. Его ждала судьба всех заброшенных исторических памятников. Внутри под самой крышей разросся камыш, деревья пустили корни в стенах и фундаменте, а летом 2008 года театр-цирк Муссури чуть не сгорел. В настоящее время здание находится в полуразрушенном состоянии.